Доброе утро, 23 июня. Я бегу на курсы, как всегда, в предвкушении чего-то новенького. Никогда не знаешь, что там ждет. Напомню, мужчина-куратор хотел отправить меня на B2 вместо этих курсов. Сказал, что написал письмо в джоб-центр. Из джоб-центра мне в пятницу звонили. Я этот момент уточнил. Мне там сказали, никто к нам не обращался. Сегодня должна быть по расписанию женщина-куратор русскоязычная. Ну, посмотрим, что скажет делать мне она. Так что не день, то что-то новенькое. Я на прогулке. Погода испортилась. Жестко, причем только что шел по полю, чуть не сдуло реально, блин. Ветер фигачит, дождь, он мокрый. Короче, в лесу более-менее сейчас спокойнее и капать перестало. Надо воспользоваться моментом. В общем, на курсах что там интересного. Элла, русскоязычный куратор, пришла чуть попозже. С утра каждый занимался своими делами. Вот когда она пришла, зашла к нам, там опросила коротко, что у кого какие успехи. В общем, до меня дошла. Я же ей опять всю эту историю пересказал. С Тадеушем, с B2, с джоб-центром, со всеми делами. Она говорит, странно, ничего не понятно. Ну, я же ей говорю, типа, он хотел мое резюме им отправить. Она говорит, да нету, ты неправильно понял, он там резюме может просто в общую базу нашу скопировать. Я говорю, ну, не суть важно. За это я, говорю, там сильно не вслушивался, что, ну, сам факт, что он, типа, там какие-то действия хотел предпринимать, это да. И вот как бы он сказал, типа, ждем ответа, если что, ищем практику, если отказ. Она говорит, ну хорошо. Я говорю, хорошо-то хорошо, но давайте как бы, ну, я же ей говорил, что он забыл там о том, что видел. Я говорю, что делать, если вдруг у него там поменяются планы, может, давайте я же, типа, не буду терять время, что я вообще, в принципе, должен делать. Ну, и она мне вот это по новой рассказала все, как куда вакансии отправлять, что как заполнять, и то я сам у нее как бы выспросил. Ну, так мы чуть поговорили, я ей объяснил, куда я хочу слать, какие ответы я там ожидаю получить. Она говорит, ну, типа, а что, а ты, мол, вообще вот пиши, где, типа, директор по продажам, допустим, а ты пиши туда, что возьмите меня просто на практику. Говорю, типа, на какую-то вакансию писать рандомный запрос, ну, типа того. Думаю, ну, понятно, звездочки, короче, по языкам. В общем, я не стал там сильно и спорить с ней, и где-то припираться. В общем, решил, завтра начну. Ну, сегодня это уже разговор был ближе к 12. Там я поискал просто интересные практики. Я в Bildung что-то такое открыл, этот раздел. Ну вот, и буду туда отправлять уже завтра. Вот, соответственно, завтра будет Тадеуш, и посмотрим, что у него новенького насчет меня. Иначе я так, если я не буду, короче, сам там что-то их щупать, я могу там просидеть просто до конца этого курса, ну, просто тупо бесполезно. Поэтому приходится уже так самодеятельностью заниматься. Но самое интересное сегодняшнего дня случилось дома. Я уже когда вернулся на обеде, полез в ютубчик поклацать, ну, в свою эту студию YouTube. И офигел. Я вчера же видео опубликовал, которое, ну, зафиксировал вот этот момент, что обстреляли США Иран, и там же упомянул Шария, блогера, медийную личность, там, как я его только не называл, какими ужасными словами. Вот, и получается, смотрю, один коммент, и то там что-то про переселение и евреев в Украину, что типа, ну, я так понял, короче, это какая-то теория заговора там существует, что типа евреи хотят переселиться в Украину. Может, кто знает, напишет. Ну, в общем, что-то такое, ахинея какая-то, как по мне. Ну, я человечка попросил, говорю, напиши развернуто, а он такой, типа, кто знает, тот знает. Ну, думаю, окей, вам виднее, господин хороший. Вот, и что-то лазил, ковырялся в настройках этой студии и нашел комменты, которые помечены системой на удаление как оскорбительные какие-то. В общем, я знал об этой штуке, но раньше как-то она, по-моему, не так работала. Сейчас они туда прикрутили, наверное, искусственный интеллект, и он теперь там шпарит все подряд.
Но тем не менее, я залез туда и как увидел, а там мне понаписали, адепты этого шария самого. Я, конечно, подпрозрел. Я понимал, что какой поп, такой приход, но я недооценил этих людей. Или переоценил. Ну, в общем, смотря как смотреть. Короче, ситуация такая. Ну, 100% эти люди не слушали вообще, что я говорю, как бы, о чем там, какие аргументы привожу по поводу там несогласия с его какими-то постами. Ну, я коротко напомню, вчера я прочитал, искал новости по Ирану, вот этому, и прочитал, я шария всегда смотрю, как бы, ну, читал его блог. И он там разродился постом о том, что, типа, вот теперь Иран, короче, вынужден будет создать все-таки эту свою бомбу. Ну, и там такой, короче, аргументация какая-то непонятная. Для меня вообще она ни о чем. Там связь с Северной Кореей, типа аналогии какие-то он приводит. Я же как бы и высказался по этому поводу, что о чем там говорить. Как бы это все вообще нельзя сравнивать и так далее и тому подобное. Он вообще как будто в информпространстве не был и не видит, что сейчас происходит в Иране. Короче, это не суть важно, что я там говорю. Важно то, что эти люди где-то усмотрели, что я... дождик припустил. Что я обидел их гуру, мастера незаслуженно, и начали жестко меня там, по их мнению, прессовать, там, рассказывать, какой я тупой, какой я, короче, как мне далеко до их лидера, значит, вот это вот все. Я, конечно, офигел. Ну, ладно, вот, допустим, как я это вижу, что произошло. То есть у человека выскакивает уведомление на ютубе, или он там по поиску шарии, или как-то. Ну, я уж не знаю, как ему могло показать мое видео. Меня там, блогера нонейма, который вообще там, ну, даже я не блогер, можно сказать. Но, тем не менее, у него выскочил этот ролик. Он его открыл. Он не слушал, судя по комментариям, то, о чем я говорю. Но он усмотрел там оскорбление для своего лидера. Чем-то я, значит, его оскорбил. И сразу же разродился комментарием в мой адрес, какой я плохой. Но, блин, эти люди, оказываются, настолько одаренные, что они даже не понимают, что... Блин, они, короче, не в состоянии написать такой комментарий, который даже бы YouTube хотя бы пропустил. То есть уровень изложения или там речи, или мыслей настолько хорош, что даже YouTube его просто банит сразу в мусорку. Я ожидал такого, ну, блин, не настолько, чтобы прямо все. Это печально, с одной стороны. С другой стороны, я сейчас же их подоставал, я и теперь все время буду смотреть, вытягивать эти комменты. Ну, как бы, мне-то шо от них? Я, как говорится, на людей не обижаюсь, а наоборот, с пониманием. Я сам довольно глупый человек, как бы, что там говорить, я же говорю, максимум там сочувствием. Вот. Но мне за шария обидно. То есть вы представьте, у него такое огромное количество этих адептов. И эти люди чистосердечно, увидев, что их лидера там якобы оскорбляют, да, я же говорю, я его абсолютно там ничем, я думаю, не задел. Ну, может, там как-то можно за уши притянуть, но и то вряд ли. То есть они увидели триггер, что на пахана батон крошат, возбудились и давай строчить комменты. Но получается, что это был просто пук во вселенную. То есть этот коммент, если бы я там просто счастливая случайность не нашарудил, что они у меня в мусорке лежат, никто бы их и не увидел. То есть эти люди с благородной целью, так сказать, поддержать своего лидера, нацарапали это все, опубликовали, сидят довольны, а его никто не видит. Это как вообще? Это же, блин, это несправедливо, я считаю. Поэтому, друзья, если кто-то из адептов шария есть, увидит, услышит, кто-то донесите им, пожалуйста. В следующий раз, когда возникает такая ситуация, что срабатывает триггер, вашего пахана обижают, вы должны как-то отомстить, короче, больно ударить этого человека, вы сразу же в тот же момент открываете телегу. Если еще не подписаны на его платный канал, подписывайтесь, открываете YouTube. Если там у него есть спонсорство, сразу становитесь спонсорами. Что там может быть еще? Patreon, любые системы донатов. Сразу подписывайтесь. И в каждой такой ситуации пишите хороший комментарий, смотрите по 10 просмотров видосиков его, покупайте платную подписку, как-то приносите пользу своему вождю. Потому как эта любовь должна как-то... Он должен ее ощущать, понимаете? А не то, что вы, блин,
Ой, наших бьют, короче, пукнули в воздух, никто этого не увидел, по счастливой случайности блогер NoName достал ваши комментарии, хоть как-то, и то, блин, вы хотели меня ущипнуть, а получается наоборот, вы своими комментами мне канал скоро продвинете, так что вы завязывайте давайте с этой писаниной. В общем, ребята, я надеюсь, что вы все-таки соберетесь и как-то этот вопрос решится. Но меня порадовало, честно говоря, вы, конечно, превзошли все мои ожидания. Я опять пришел к моим корешам. Вон они, травку щипают. Красавчики. Сегодня только двое в шапочках. Остальные два простоволосые. Красавчики. Вот тот дальний подходил ко мне, почти что познакомился. Посмотрел на меня. Думает, да, ничего не даешь. Пойду дальше гулять. А я на сегодня уже нагулялся. Топаю домой. До завтра.